Димаш меняет жизни людей. А вы можете сказать, изменил ли он уже вашу жизнь? Ну или ваше творчество? Да, да. И первое, что сделал Димаш, это то, что он поднял планку во всем, что я делаю. И с тех пор, как я встретил его, я имею в виду, что с тех пор, как я узнал о нем, я все время был в контакте с его музыкой, потому что я очень хочу встретиться с ним. Но с тех пор, как я впервые услышал его, я должен сказать, что я восхищен качеством его творчества. Это то, что связывает меня с ним. И он поднял эту планку. Так что теперь в моей работе стало больше качества и больше превосходства. Вероятно, что во всем, что я делаю, есть фактор Димаша. Вы знаете, я все время стремлюсь к лучшему. Так что это то, что сделал Димаш. И это позволило моей карьере измениться к лучшему. Еще одна удивительная вещь, которую сделал Димаш, это данное интервью. У меня более чем 30-летняя карьера в Пуэрто-Рико. У меня была карьера в Латинской Америке. Так что я понимаю это чувство, когда человек становится популярным среди людей Латинской Америки. Однако, когда я начал делать свой подкаст, это было потрясающе. Потому что все люди в Латинской Америке, люди в Пуэрто-Рико, люди в США, все они были связаны со мной. Однако, благодаря Димашу я разговариваю с Иваном из России. И это невероятно. Это выходит за рамки моих возможностей. Я никогда не ожидал, что такое может произойти. Я, конечно, понимал, что моя реакция на песню Димаша «СОС» может спровоцировать всплеск коммуникаций. И я помню, что когда я говорил со своим продюсером, я все время ему говорил: «Ах, ты должен послушать Димаша, мы должны сделать реакцию на испанском». Бог ты мой! Просто потрясающе то, что я даже не подозревал о том, сколько людей в мире были связаны со мной благодаря моей реакции на Димаша. Причем не только в Латинской Америке, но и в Парагвае, в Аргентине, Чили, Испании и других латиноамериканских странах. А также люди и с другими языками, на которых они пишут мне в комментариях. И они до сих пор продолжают писать много положительных комментариев под этим видео. Поэтому я должен сказать, что эти два фактора изменили мою жизнь. Однако, в дополнение ко всему я должен вам сказать, что всякий раз, когда я испытываю стресс, я включаю музыку Димаша, и я возвращаюсь к миру. Так что у этого парня есть волшебное заклинание, которое мне повезло открыть в своей жизни. Так что спасибо Димашу за все прекрасное, что он привнес в мою жизнь. Да, мы также знаем об исцеляющем эффекте музыки Димаша. И на самом деле мы даже знаем разных людей из разных стран, которые болели какой-нибудь серьезной болезнью, такой как рак или что-то похожее. Действительно? Да, и на самом деле Димаш помог многим из них вернуться к жизни. Так что его музыка – это что-то вроде особой медицины для таких людей. Вы знаете, это неудивительно. И вы знаете, ведь музыка является интернациональным языком. Неважно, на каком языке вы говорите, музыка интернациональная. И тот факт, что вы говорите, что он способен вылечить людей через его музыку, лишь подтверждает то, что это Божий дар, который он получил свыше. Я имею в виду, что он получил такой талант не просто так. Это большой труд. И я чувствую, что он делает это с огромным уважением и с глубоким стремлением к совершенству и к качеству.
И это проявляется в уважении от его аудитории, от его dears. Так что да, мы счастливы, что мы можем жить в тот момент, когда он живет в наше время, и мы можем делиться его музыкой. Это очень хорошие слова. Давайте поговорим немного о Латинской Америке снова. Я знаю, что когда у Димаша проводится концерт в разных странах, например, когда у него был концерт в Украине, он спел песню на украинском языке. Если он приедет в Пуэрто-Рико, то какую песню, на ваш взгляд, он мог бы спеть на испанском языке? В общем, он может спеть все, что он захочет. Он может петь все, что он хочет. Однако, я настоятельно рекомендую, чтобы он спел песню «Preciosa», которая означает «красиво» или «великолепно». Эта песня написана одним из наших самых выдающихся композиторов – Рафаэль Эрнандес. И песня «Preciosa» описывает остров, который мы все считаем великолепным. И я знаю, что он любит свою страну. Я знаю, что куда бы он ни пошел, он ходячий флаг своей страны. Потому что для нас «Preciosa» – это песня, которая описывает нашу страну. Если Димаш приедет в Пуэрто-Рико, если он вернется в Нью-Йорк, если он споет песню «Preciosa», то, боже мой, люди просто сойдут с ума. Потому что это еще и песня о любви, которую ты поешь нашей стране, а также нашему народу, нашим океанам, нашим горам, нашим водам, нашим людям, нашему кофе. И эта композиция имеет очень широкий диапазон. Так что я уверен, что он мог бы выбрать эту песню и переместить ее на другой уровень. Возможно, вы знаете певца в стиле сальса по имени Марк Энтони. Он был женат на Дженнифер Лопес. Марк Энтони спел именно песню «Preciosa» много лет назад, и он поднял эту песню на другой уровень. Честно говоря, я не думал, что кто-то сможет поднять песню «Preciosa» еще на более высокий уровень, чем это сделал Марк, кроме Димаша. Я думаю, что он сможет полностью изменить эту песню и взорвать все стандарты. Я думаю, что все будут просто в шоке. Это красивая песня. Я надеюсь, что кто-то из команды Димаша посмотрит это видео, и когда-нибудь мы услышим песню «Preciosa» из его уст. Мне бы очень понравилось. Будет здорово услышать эту песню на испанском от него. Эта песня также интересна, потому что она была написана не только для Пуэрто-Рико. И эта песня также подходит для всех, кто влюблен. Песня подойдет для вашей девушки, вашего парня, для вашей страны, вашей мамы и папы. Я имею в виду, что это песня о любви. Это красивая песня о любви. Так что я уверен, что он мог бы поднять ее на более высокий уровень. И это будет потрясающе. Давайте посмотрим, какую песню он выберет после этого видео. У него есть отличный шанс завоевать сердца латиноамериканцев. О, определенно. Он должен приехать в Пуэрто-Рико, он должен приехать в Латинскую Америку. Я не знаю, в какой именно стране он будет, но если бы я был его продюсером, то я бы устроил тур по всей Латинской Америке, а не только по Пуэрто-Рико. Тогда я бы посетил и Пуэрто-Рико, и Мексику, и когда бы я был в Аргентине, то я бы сделал даже несколько остановок. И я уверен, что это было бы очень круто. Люди бы посходили с ума, потому что у латиноамериканцев есть страсть. Вы знаете, мы очень сильны, мы кричим, мы танцуем, мы не можем сидеть на месте и прыгаем на своем сиденье. Ты бы сидел там как хороший парень на интервью, а я бы там кричал и прыгал. Так что в этом заключается разница между людьми из России и людьми из Пуэрто-Рико. Просто у нас разные черты характера. В этом все дело. Да, вы знаете, что Димаш собирается посетить США, причем на длительный период, на 2 или 3 года. Так что он будет где-то рядом с Латинской Америкой. Ух ты, хорошо, тогда давайте начнем шуметь, чтобы он знал, что мы здесь, что мы существуем.
И тогда он сможет остановиться у нас. Хорошо. У меня закончились вопросы, и на самом деле я спросил все, что хотел. Вы удовлетворены моими ответами? Это было достаточно хорошо для вас? Очень. Мне очень понравилось говорить с вами. У меня было такое же чувство, какое было, когда я смотрел ваши реакции. И мне понравилось смотреть на ваше лицо, когда вы показывали Димаша тому оперному певцу. Да, это был Джоэл Прието. Его реакция была такая: «Что?» Да, это было очень хорошее видео, мне очень понравилось. У нас есть еще один сюрприз, который я только что закончил. Это был подкаст с одним из наших певцов сальсы. Я подготовил песню после этого подкаста, даже 2 англоязычные песни Димаша. И вы просто должны увидеть его лицо. И это удивительно, что он никогда не слышал о Димаше раньше. И вы знаете, что меня действительно удивляет, Иван? Он сказал: «Этот парень экстратеррестра». И просто удивительно, как много людей именно так описывают Димаша. В смысле, я, конечно, тоже был удивлен. А что значит слово «экстратерренса»? Это означает, что он не с Земли, он с другой планеты. Это значит, что он инопланетянин. Понятно, это значит, что он не человек. Да, он не человек, и я слышал об этом много раз, когда смотрел реакцию американцев или даже вокальных тренеров из Европы. Поэтому я был знаком с термином «он не человек, он инопланетянин». Но это сказали еще и 2 человека, которые были гостями у меня на канале. Джоэл Прието и Норберто Велес. Он сказал это, и я был очень удивлен, потому что слово «инопланетянин» просто так никто обычно не произносит. Я имею в виду, что это не то слово, которое вы используете каждый день. Я имею в виду, что появление внеземного человека я вижу не каждый день, так что это необычное слово. Но такова была его реакция. Так что имейте в виду, потому что это видео довольно скоро появится у меня на моем канале. Если вы хотите что-нибудь еще добавить, то у нас еще есть время. Да, я скажу, что было много путаницы в словах, когда я делал реакцию. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поправить себя. И я ценю многие комментарии, в которых люди поправляли меня. Например, в том, что он не из Китая, что он из Казахстана. И обо всех других подробностях, которые я теперь знаю, могу о них рассказать. Потому что иногда люди говорят, что латиноамериканцы все из Венесуэлы, или они все из Аргентины. Но есть разница между людьми из Венесуэлы, Аргентины, Пуэрто-Рико, Кубы, Доминиканской республики. Я все это понимаю, поэтому я воспользовался моментом и возможностью высказаться о своих исправлениях. Потому что я ошибался насчет этой информации, но я ее исправил. Поэтому я ценю время, которое вы мне уделяете, чтобы я мог высказаться перед аудиторией идей, с которых я прекрасно понимаю. Я как-то сказал по-испански, что он флакучо, а в Пуэрто-Рико это означает, что он худой. Но люди подумали, что я сказал некое другое, не очень положительное слово. А в Пуэрто-Рико это слово означает нечто другое, что я имел в виду. Это слово значит, что, увидев человека с таким мощным голосом, я ожидал, что у человека будет тело немного крупнее. И я подумал, что он более худой, чем я ожидал его увидеть. Может быть, именно так и надо было сказать. Поэтому я решил исправить эти ошибки с точки зрения объяснения, чтобы люди точно знали, что я очень уважаю его и его страну, и я им восхищаюсь. Хорошо. А лично вам, Иван, я хочу сказать, что ценю то, что вы обратились к нам. Для меня это большая честь, очень большая честь. Поэтому я действительно это ценю. И я очень благодарен за эту возможность. Иван, я очень благодарен. Я должен сказать по-испански: Иван. Ваше Иван звучит отлично. Я хочу сказать спасибо за ваше время и за ваши теплые слова для меня, для всех Дирс, для Димаша. Вы замечательный человек, и это было замечательное интервью. Я думаю, что Дирс наверняка это понравится, и им понравятся ваши новые реакции.
Вы же знаете, что я считаю себя Dear. А теперь, когда слово Dears для меня стало связано со словом «фанаты», то я стал и фанатом. Я уважаю этого парня всем своим телом, всей своей энергией. И я снимаю перед ним шляпу. Он номер один. И для меня является большой честью иметь возможность слушать его и позволять его музыке исходить изнутри и обволакивать меня. Я действительно это ценю. Очень здорово, что в семье Дирс теперь есть такой классный человек, как вы. Спасибо, я ценю эти слова. Большое спасибо, Иван.